Иди и возвращайся, когда найдешь графа». Хозяин отправлял пекинеса Маню на улицу и быстро захлопнул дверь перед самым ее носом. Животному приходилось днями ждать друга, чтобы вместе с ним зайти в дом. Пожалуй, эта ситуация могла случиться только в Курске. Пекинес и Маня и граф стали жить в семье, любившей выпивку, после того, как их предыдущий хозяин умер. Собаки были тихие и спокойные, не создавали новым владельцам хлопот, но те все же часто вымещали на них свою злость. Агрессия, приправленная алкоголем, выливалась на бедных животных. Их били, выгоняли в холод на улицу. Собачки бродили по округе и выпрашивали еду у прохожих, а со временем возвращались к двери дома и ждали, пока хозяева протрезвеют и впустят их в тепло. Такая ситуация происходила почти ежедневно. Возвращаться по одной собакам не разрешалось, в таком случае их вновь били и выставляли за дверь, указывая, что в дом можно попасть только вместе. Животные шли на поиски и всегда находили друг друга, а потом уныло плелись в сторону дома. О жестоком отношении хозяев к животным знали все в округе, но буйный нрав владельцев удерживал соседей с их советами и нравоучениями на расстоянии. Однажды граф не смог отыскать Маню и получил от хозяев большую порцию побоев. Собака еле двигалась по улицам поселка, но никто даже не попытался ее помочь. Рукоприкладство граф не пережил. Чувствуя, что осталась совсем одна, Маня не стала возвращаться в дом, где ее ждали жестокие люди. Она бродила по улицам, подходила к прохожим, пытаясь найти у них помощь или хотя бы еду. О несчастьях, выпавших на долю графа и Мани, узнала Оксана. Девушка нашла собаку на улице и просто забрала с собой. Хозяев предупреждать не стала, да и назвать их хозяевами животного крайне сложно. Маню девушка отвезла к волонтерам, надеясь, что она сможет избежать судьбу графа.